Здравствуйте, мои рисующие друзья! Спасибо, что смотрите мои видео и задаете мне вопросы. Меня спросили о верных кистях. У меня точно на канале есть такое видео, но я не смогла его найти. Так что в новой интерпретации немного поговорю с вами о разных эффектах, которые можно достичь обычными кистями. И о веерных тоже поговорим. Я пишу гуашью, использую кисти с разным ворсом. Люблю, чтобы были кисти как можно более лохматые. У меня есть старые кисти, которыми я писала маслом и акриловыми красками. Они уже давно деформировались, однако остаются любимыми. Итак, по порядку. Что можно выжать из какой-то любой кисти? Вот и большая, которую я тоже люблю. Начну с щетины среднего размера. Я хочу показать, как использую эти разные кисти, а потом покажу вам несколько своих работ, где я использую этот ворс в таком сухом виде. Сухая кисть — это когда у вас нет воды и получается вот такое мягкое касание листа. Это синтетическая кисть, которую вот таким образом я разделила с помощью резинки. Получаются такие разделения, как будто веерная кисть. След оставляет такой полосатый. В принципе, подойдет для того, чтобы писать какую-то крону деревьев, что-то пушистое изобразить. Если провести линию, вот такие полоски выходят. Попробую немного подсушить, убрать лишнюю краску. Можно писать ей крону деревьев, это будет совсем неплохо. Такими неожиданными кусками. Но они через раз идут то толстые, то тонкие. Нужно приноровиться ей писать. Посмотрим, как работает такая совсем замученная, но нежно любимая мной кисть. Для мелких каких-то вещей я беру, работаю ей. В принципе, так как первые два варианта более толстой кистью, здесь происходит тот же самый процесс такой мягкости, круговыми движениями. Как часто я говорю, мной любимая кисть, или любимая мной краска, или как я люблю какую-то бумагу. Я это просто все обожаю. Вот тоже мягкая щетина, что ей можно сделать, писать такие мягкие вещи. Позже сравню это с такой щетиной старой. Теперь веерная кисть. У меня 3 размера: большой, средний, маленький. Я люблю ей писать крону деревьев. Начну вот с обзора маленькой. Посмотрите, они похожи по идее, но оставляет она более рваные края, то что больше похоже на ветви, на крону. Кисти фирмы Dynasty, серия White Acrylic. Если хотите название написать, поискать это в своих магазинах, в субтитрах я пишу обязательно на английском, потому что могу сказать как-то неправильно, так что проверяйте меня всегда в субтитрах. Вот и 3-й размер, более жирным, более мокрым. И последние пару кистей, которые я хочу вам показать из веерных, это Winsor & Newton, серия называется Artisan. Кисти фирмы Dynasty я полюбила сразу и много ими пользуюсь. Это лежит у меня в стороне, потому что она слишком лохматая. Кстати, это синтетика. А те кисти щетина. Кисти ребром оставляет такую рваную линию. Мне это тоже нравится.
Ну и размер побольше, он кисти оставляет тот же самый след. Можете убедиться в этом. Мой вкус, он менее контролируемый, чем у тех кистей фирмы Династи. Давайте посмотрим рядом их форму. Видите, одни более раскрытые, синтетика, щетина более сжатая. Вот форма более сжатая, на моей практике более управляемая. Давайте проверим просто одной линией, какой след получается. Думаю, что, может быть, привыкнуть к этой кисти. Она тоже прекрасно мягко пишет. А теперь покажу, на что годится лохматая старая кисть, щетина. Для этого мне нужно поменять лист. Ей можно писать вот такие интересные полоски. Без разницы, как вы их ведете, справа налево или слева направо. Если сильно нажать, вот получается такая ребристая поверхность. Я покажу вам на примерах этим работам. Буквально несколько дней как раз в тему задали мне этот вопрос, потому что сейчас я пишу вот этими веерными кистями и большой вот этой щетиной, которую последнюю я вам показывала. Расправлю работу немного. Я пишу потихоньку этими большими кистями, собиралась их собрать в один скетчбук, поэтому они у меня собраны. Вот это верная кисть в этом диапазоне. Она пишет, как для деревьев удобный такой вариант. Здесь вот кисть поменьше. А в этой работе моя вот эта любимая, безобразная, старая кисть. Писала одним движением, чтобы не нарушить фактуру на листе. Процесс таких работ я не выкладываю, потому что это всегда очень интимное занятие. Нужно, как в японской живописи, взвешивать каждое движение. Да, сверху камера не получится думать, по крайней мере у меня. Спасибо за просмотр. Оставляйте лайки, пишите непременно мне комментарии, подписывайтесь. Пока.